Добрый день! Сегодняшнее видео посвящено новой версии Core Elec, а точнее его ответвлению, в котором постарались исправить ошибки обработки в режиме LLDV, а также были добавлены опции, полезные для проигрывания Dolby Vision, видео и другие улучшения. Ранее была выпущена версия от разработчика CPM, в которой было много доработок, связанных с Dolby Vision, но в основном они были связаны с выводом в режиме TV-LED, как наиболее правильным. Но в режиме LLDV оставалось много проблем. Поэтому за более чем полгода разработчику по имени AVDV+, с моим участием удалось решить многие проблемы, исправить ошибки и добавить дополнительные возможности. Учитывайте, что это тестовая версия, она не готова к широкому распространению. Также не нужно просить и требовать от разработчика исправления каких-то проблем, которые могут у вас возникнуть, так как во многих случаях это может быть проблема, связанная с вашим оборудованием, либо проблемы исходной ветки Core Elec или вообще самого движка Dolby Vision. Поэтому прямой ссылки на скачивание данного билда я давать не буду. Всю информацию, которая вас заинтересует, вы сможете узнать либо у меня в телеграм-чате, либо обратиться к разработчику, чтобы он вам ее предоставил для использования. Итак, какие изменения есть в данной версии относительно версии Core Elec CPM A14? Во-первых, в этот билд внесены все правки основной ветки Core Elec. Также внесены изменения CPM, которые он внес после версии A14. Давайте начнем. Была исправлена проблема аппаратного декодирования видео с кодеком VC1. Теперь такое видео воспроизводится аппаратно. Единственное, что если вы воспроизводите видео в формате 1080i, оно может зависнуть или начать тормозить. В случае, если вы нажмете кнопку перемотки или попробуйте перейти на другую главу. Но если ничего не делать, а просто воспроизводить, то интерлейс видео играется нормально. Вероятно, что когда CPM продолжит работу, он решит эту проблему. Теперь перейдем к улучшениям, связанным с Dolby Vision. Как вы видите, меню Core Elec изменилось. Были убраны ненужные опции, которые усложняли настройку. Все, что можно было автоматизировать, автоматизировано, чтобы упростить процесс. Удалена опция шумодава, он сразу выключен. Пройдемся по важным изменениям. Была решена проблема с обрезкой уровня черного. Как вы помните, раньше она была реализована через правку MinPQ20. Это действительно решало проблему, но создавало другую. Видео в режиме вывода LLDV было с немного серым фоном, то есть не было чисто черного цвета. Экран из-за этого всегда немного светился. Сейчас же удалось фактически полностью решить эту проблему и к тому же еще улучшить отображение самых темных оттенков. Вот для примера, как было раньше, это без правки MinPQ в оригинальной версии Core Elec. Видите, происходит клиппинг. Все, что ниже, не отображается. Вот версия с MinPQ20. Но черный светится. Напомню, что проблема есть на любом плеере с поддержкой Dolby Vision в версии CM 2.9 и выводом в режиме LLDV. Кстати, здесь я показал решение от Dune. Они вместо PQ20 применили PQ40. Из-за этого в их решении черный светится еще сильнее, чем в версии от CPM. А вот правильный вариант вывода плеером Fire TV Max, у которого реализован CM 4.0. И вот вариант, реализованный в этом новом билде от AVDV+. Как видно, черный равен нулю, при этом оттенки различимы уже с 66 уровня. Далее. Была исправлена проблема с завышением яркости видео, если EDIT был выше, чем MDL видео. Поэтому на ярких современных телевизорах видео с MDL 1000 нит выводилось на экран с завышенными яркостями. Вот как это выглядит на примере.
Видно, что если не исправлять ошибку, то возникает сильное завышение яркости. В версии от CP-M ошибка была устранена, но не полностью, так как видео выводилось наоборот немного с занижением яркости. Например, вместо 1000 нит тон-маппинг делался на 900 нит. Эта ошибка для MDL 1000 и MDL 4000 была исправлена. Также более точно делается тон-маппинг под нужное значение, указанное в EDIT. Как вы знаете, Siam Player позволяет полностью реализовать возможности Dolby Vision по работе с видео в 7 профиле, когда есть дополнительный улучшающий слой видео, так называемый FEL. Поэтому на телевизорах с поддержкой Dolby Vision и TV LED режима вы получите максимально близкий к задуманному создателями диска результату. Напомню, что ни Dune, ни Zidu, ни Revolution не могут декодировать и использовать FEL слой. Они отберут оттуда только RPU данные. Теперь же у нас есть возможность смотреть видео с FEL слоем даже на телевизорах и проекторах без поддержки Dolby Vision. При этом есть два способа получить результат. Первый вариант – это вывод с тон-маппингом, когда плеер декодирует оба слоя Dolby Vision, использует RPU и отправляет на телевизор изображение под возможности вашего телевизора. При этом теперь реализовано автоматическое заполнение HDR-инфо, чтобы предотвратить неверный тон-маппинг самим телевизором. Реализован вывод строки VSVDB, которая считывается с самого телевизора. Вот, например, как это происходит здесь. Вот у меня сейчас установлен EDIT с значением 800 нит. Соответственно, плеер это показывает. Цветовое пространство и яркость. Если я включу EDIT с 4000 нит, то включение-выключение, и мы имеем значение с этого EDIT. Если у вас телевизор без поддержки Dolby Vision, эти две строки вы должны заполнить сами. Нужно найти данные от вашего телевизора о яркости пиковой и цветовом пространстве. Как это работает? Например, у меня есть телевизор Samsung яркостью 1050 нит. Я включаю опцию вывода Dolby Vision как HDR 422 12 бит и включаю опцию VSVDB. Достаточно установить цветовое пространство, которое поддерживает ваш телевизор или проектор, и указать яркость вашего телевизора. Желательно указать немного меньшее значение. Например, я поставлю 1000 нит. Если мы запустим видео, например, вот это, видим, что в HDR-инфо указаны все нужные параметры, чтобы ваш телевизор подумал, что это обычный HDR. Видите, указан MDL 1000 нит, а Max CLL равен 1050 нит. Фактически это соответствует возможностям моего телевизора. Поэтому не должно быть дополнительного тон-маппинга. Например, если у вас проектор, у которого яркость 150 нит, то лучше указать значение немного ниже, 130-140 нит. При этом на ваш проектор будет отправлен HDR с PQ 600, а в Max CLL будет указано 150 нит. Если вы поставите яркость 1300 нит, то будет указан PQ 2000, а Max CLL будет 1350 нит и так далее. Вот как это выглядит на графиках. Видно, что уже сделан тон-маппинг. Еще учитывайте, что если вы указали яркость, например, 900 нит, а ваш телевизор физически имеет всего лишь 600-700 нит, то с учетом, что для видео HDR с PQ 1000 обычно не применяется тон-маппинг, то на ТВ придет сигнал с максимальными значениями около 900 нит. Но так как это выше, чем 700 нит, то все, что выше 700, будет обрезано, как будто это обычный HDR. Поэтому вам желательно проверить, как ваш телевизор будет обрабатывать такое видео, чтобы найти оптимальное значение VSVDB. Второй вариант получения Dolby Vision на телевизорах и проекторах без поддержки Dolby Vision – это вывод без тон-маппинга. Как это работает?
ставим вот в этой строке, например, HDR 4.2 или 4.4. И получаем видео как обычный HDR. Но это будет суммарный видеопоток с учетом фейл-слоя. И MDL у него будет указан правильный. То есть, если HDR слой имеет 1000 нит, например, как вот в этом видео, миньоны, здесь HDR слой имеет 1000 нит, а фейл слой используется для увеличения яркости до 4000 нит. То если мы его запустим в режиме без тон-маппинга, мы получим именно 4000 нит с учетом уже слитого фейл-слоя. Фактически плеер берет основной слой и фейл-слой и без использования RPU и тон-маппинга выводит это как исходный HDR. Поэтому в таком варианте нет ошибок и влияния LLDV. Кстати, вы можете и Dolby Vision получить без тон-маппинга. В чистом виде это может быть полезно, возможно, в некоторых ситуациях. Фактически вы получите всю информацию из фейл-видео. Но тон-маппинг будет делаться вашим устройством, телевизором или видеопроцессором, например, Envy или Lumagen. Я напомню, что все остальные плееры, Dune, Zidu и другие, в случае включения VS10 и указания вывода Dolby Vision выводить как HDR, просто выводят HDR слой видео. Владельцы дорогих внешних видеопроцессоров могут взять полноценное исходное изображение в седьмом профиле с фейл-слоем, без тон-маппинга причем, и потом, используя эту максимально точную копию исходного материала, произвести тон-маппинг на своем видеопроцессоре. Кстати, на мой взгляд, если у вас OLED-телевизор от Samsung, то я бы рекомендовал также использовать такой способ отправки изображения без тон-маппинга. Почему? Объясняю. Смотрите, во-первых, 78% фильмов имеют MDL 1000 нит. Поэтому ваш телевизор может без проблем воспроизвести полностью без тон-маппинга и клиппинга такое видео. Видео с MDL 4000, где, например, фейл-слой расширяет яркость с 1000 до 4000 нит, или если фейл равен по яркости HDR слою, вы сможете полноценно воспроизвести с плеера с учетом фейл-слоя это видео, а ваш телевизор уже сделает тон-маппинг вполне адекватно, так как для HDR видео с MDL 4000 используется кривая с тон-маппингом, а не с клиппингом, как это делается для MDL 1000, если яркость телевизора ниже 1000. На мой взгляд, с таким вариантом вывода будет меньше проблем, чем выводом видео с тон-маппингом, плюс нет необходимости настраивать строку VSVDB. Еще хочу сказать, что есть проблема с неверным тон-маппингом видео в режиме LLDV. Она возникает в определенных ситуациях, эта ошибка есть на любом CM 2.9 плеере. Пока мы ищем решение, чуть позже сделаю видео, покажу, в чем проблема. Да, кстати, кто верит, что фейл не нужен, не важен и его уже не используют в новых релизах, то вы ошибаетесь. Даже сейчас около половины релизов на Ultra HD дисках делают с фейл-слоем. Учитывайте, что все это нужно именно для просмотра Ultra HD ремуксов с максимальным качеством. Если вы смотрите рипы и релизы от стриминг-сервисов, то можете не заморачиваться, для них достаточно даже встроенных в телевизор плееров. А вот владельцы дорогих телевизоров или проекторов, да еще с видеопроцессорами, для получения максимального качества, думаю, будут рады получить этот билд. Естественно, текущий билд, он тестовый. И, скорее всего, когда CPM доделает свою часть работы, все эти наработки будут объединены в один общий релиз. И в конце еще раз напоминаю, что если вы не готовы вникать в настройку и установку Core ELEC, вы смотрите в основном стриминг или HDR, вас не интересует получение максимального качества, то не стоит покупать плеер Yugus AM6B+, и потом мучиться с установкой Siam. Купите плеер от Dune или Zidu. Ну а если все же вы готовы и хотите получить больше от вашего сетапа, то дерзайте. В моем чате есть ссылки на инструкцию по правильной установке Siam и достаточно большое количество опытных пользователей, которые могут вам подсказать в случае сложности. Но
вы должны все же сами вникнуть в тему. Если не готовы, то даже не начинайте. Спасибо всем разработчикам Corelec, кто вносит свой вклад в разработку лучшего плеера для Dolby Vision. На этом все. Спасибо. До свидания.